Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Мне нравится видеть их реакцию друг на друга, их кокетливые улыбки, их взгляды, полные нежности. Девятое место. Тэхён так очарован Чангуком. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Что значит должные усилия от Вигу? Поцелуй на камеру и заявление о браке?» Да ладно вам! Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Если помните, Тэхён в одной из своих фотосессий использовал желтую ящерицу и совсем не боялся, но когда он был рядом с Чангуком, он выглядел так: «Чангук, пожалуйста, спаси меня от этого насекомого». Седьмое место. Слипшиеся пельмешки. Шестое место. Поведение пары. Близко. Так близко, чтобы чувствовать твое тепло и ощущать биение твоего сердца. И это даже 2 месяцев не прошло с их возвращения. Пятое место. Один из моих любимых моментов Тэйкук из 2017 года. Именно тогда я еще сильнее поверил, что между ними есть нечто большее. Четвертое место. Забота. Тэхён и его мини-мили поддержка для Чангука. Третье место. Новости. Тэхёна похвалили в утренних новостях СБС за то, что он ставит фанатов на первое место и сообщает о безопасности. Поскольку некоторые фанаты стекаются в аэропорт, чтобы увидеть своих кумиров, создавая проблемы с безопасностью и дорожным движением из-за своего беспорядочного поведения.
Ви недавно попросил фанатов, которые не соблюдают правила аэропорта, воздержаться от этого. Недавно Ви не смог присутствовать на запланированном фотосессии из-за проблем с безопасностью при выезде из страны. Поэтому Ви заявил на платформе для общения с фанатами: «Аэропорт не наш, это пространство для всех, и мы должны поддерживать порядок». Он также упомянул Purple Line, компанию по безопасности в аэропорту, которую фанаты добровольно начали в 2018 году. Ви добавил, что если они будут поддерживать порядок, он сможет встречать фанатов в более стильной одежде в аэропорту. Тэхён всегда заботится о безопасности фанатов. Ну до чего же Чангук невероятный. Ну до чего же Чангук невероятный. Forbes в своей последней статье о Seven Чангука пишет: Seven должен остаться в памяти как исторический хит номер один, тот, который ознаменовал поворотный момент в восхождении кей-поп музыкантов в США. Мировая победа, побившая рекорды, Seven стал не только глобальной сенсацией, но и любимцем американской аудитории. Чангук вышел из тени BTS, оказался в центре мирового внимания с синглом, который вошел в историю с самого момента попадания в чарты. Альбом Golden в итоге подарил еще несколько хитов, включая 3D и Standing Next to You. Seven служит напоминанием о том, насколько масштабным на самом деле был сольный прорыв Чангука. Ему понадобилось всего несколько месяцев, чтобы стать одним из самых успешных сольных исполнителей в этой сфере, и даже спустя годы он все еще удерживает рекорды, к которым ни один другой кей-поп-артист не приблизился. Чангук не просто выпустил успешный трек, он стал символом новой эры для кей-поп. Его сольный дебют Seven показал, что артист из корейской группы может не только удерживать внимание мировой аудитории, но и уверенно конкурировать на крупнейших западных рынках. Осторожно, с вами флиртуют. МК Ньюс также осветили тему безопасности в аэропорту, подчеркнув важное заявление Тэхёна. Тэхён обратился к фанатам, ведущим себя неподобающе в аэропортах. Во время недавней прямой трансляции на фан-платформе Вевос Ви сказал: «Аэропорт – это не наша территория. Это общественное пространство, поэтому, пожалуйста, ведите себя уважительно». Он также упомянул прошлую кампанию Purple Line, которую фанаты организовывали добровольно, и добавил: «Было бы здорово, если бы вы снова сделали Purple Line, как раньше. Если так будет, у меня появится лишние 10 минут утром, чтобы подумать, что надеть. Если наши фанаты вернут Purple Line, я надену костюм в аэропорт». Purple Line – это проект по обеспечению безопасности в аэропорту, организованный фанатами в 2018 году. Около 20 фанатов собрались в международном аэропорту Лос-Анджелеса, держа фиолетовые ленты, символический цвет BTS, и выстроились в порядке, чтобы обеспечить безопасный проход участников группы. Позже Ви выразил признательность, опубликовав фотографии с фотосессии, где он держит фиолетовые ленты. Такое искреннее отношение Тэхёна к своим поклонникам и к окружающим снова подтверждает, насколько он ценит культуру взаимной заботы и безопасности. Такие нежные объятия.
Тэхён появился с видеопосланием в заключительном эпизоде шоу «Кантабиль» с Пак Богомом. Он сказал: «Здравствуйте, я Ви из BTS. Так как у нашего Богома сегодня финальный эпизод «Кантабиль», я решил записать это видео». Богом Хён как-то написал мне сообщение: «Тэхёна, когда ты придешь?» Но, к сожалению, я сейчас нахожусь в США, работаю над следующим альбомом, и поэтому не смог приехать. Мне самому очень жаль. Надеюсь, что когда-нибудь в будущем у нас будет возможность сняться вместе. Также хочу поблагодарить всех зрителей, которые с любовью и теплом поддерживали «Кантабиль». Надеюсь, что время, которое вы провели вместе с Богом Хёном, останется для вас хорошим воспоминанием. Мы планируем вернуться с новым альбомом следующей весной. Надеюсь, вы будете с нетерпением ждать и музыку BTS тоже. Я буду стараться изо всех сил. Спасибо. Он всегда любил такие ракурсы. K-Medio пишет: одно селфи Чангука на Weverse, и сердца фанатов взрываются от восторга. Селфи, опубликованное Чангуком на Weverse, мгновенно привлекло внимание поклонников по всему миру. Неповторимое мальчишеское очарование Чангука подчеркивается его небрежными волосами, чистой кожей и естественным видом, когда он лежит. Недавно Чангук опубликовал селфи в фан-сообществе Weverse с сообщением: «Давно не виделись». На фото запечатлено расслабленное выражение лица, естественное, повседневное присутствие, которое резко контрастирует с его сценической манерой поведения и его отличительными чертами. В частности, его большие глаза и нежная улыбка подчеркивали очарование Чангука в ранние годы. Его мускулистые руки, подтянутое телосложение, обнаженное топом без рукавов, и ослепительные татуировки добавляют ему еще больше очарования, создавая образ, одновременно излучающий невинность и чувственность. Поклонники отреагировали и похвалили разносторонний образ Чангука. На Weverse быстро появились восторженные комментарии, такие как: «Посмотрите, какой он красивый без макияжа. Он нежный персик. Очень молодой красавчик. Такой кьюти. Сколько тебе на самом деле лет? Правда ли, что невинность и чувственность сосуществуют?» Чангук вновь продемонстрировал свое уникальное обаяние и харизму одним селфи. Поклонники также с нетерпением ждут, какую коммуникацию он продемонстрирует в следующий раз. Одно селфи этого невероятно талантливого, обаятельного и добросердечного человека, и мир переполняет радость. Видеть их рядом в одном кадре – безумное удовольствие. Тэхён украсил обложку специального августовского выпуска номер 149 журнала «Шур Магазин». Август приносит добрые вести, дорогие читатели, ведь мы представляем долгожданный специальный выпуск номер 149 журнала «Шур Магазин». Обложку украшает никто иной, как мировой символ и харизматичный Ви. В этом номере мы становимся свидетелями захватывающего слияния искусства. Объектив одного из самых востребованных и талантливых фотографов Южной Кореи, господина Ким Хи Джуна, запечатлевает тонкую, но глубокую гармонию между Ви и прославленным домом моды Селин. На фоне очаровательного Парижа эти выразительные кадры, тонко балансирующие между монохромом и светом, быстро вошли в мир высокой моды. Уже множество авторитетных изданий стремится поделиться этими редкими и ценными снимками, созданными рукой талантливого господина Ким Хи Джуна.
Это поистине редкое и драгоценное явление, когда между объектом и художником рождается такое возвышенное взаимопонимание. Мы, редакционная команда «Шур-магазин», испытываем искреннее восхищение работой нашего любимого фотографа. Его способность уловить суть личности, создать повествование через свет и тень – это настоящее мастерство. Это сотрудничество с Вейса Лин – доказательство его непревзойденного видения и настоящая жемчужина современной модной фотографии. Мы уверены, что вы, наши дорогие читатели, получите столько же радости и вдохновения, сколько мы получили, создавая этот номер. Его малыш. Coca-Cola Korea выложилась по полной, запустив масштабную рекламную кампанию Kim Tae-han x Coke Zero по всей стране. От кинотеатров и метро до автобусных остановок и приложений лицо Тэхёна повсюду. Обожаю эту партию Тэйкук в Анпанмане. Можно поговорить о вокале Чангука? Это безумие. Уровень вне конкуренции. Небесный голос. Будто его голосовые связки поцеловал сам Бог. Чангук – настоящий мастер своего голоса. Он полностью владеет им, контролируя каждую ноту с точностью и эмоцией. Он работает над вокалом 24/7, где бы ни находился – в студии, в дороге, даже на беговой дорожке. Он тренирует голос не только как артист, но как перфекционист, стремящийся к высшему уровню. И даже сейчас, уже став одним из лучших, он продолжает расти и развиваться. Это не просто талант, это преданность искусству. Лучший из лучших. Золотой Чангук. Без слов, только восторг. Его улыбка заставляет меня так сильно улыбаться, что лицо трещит по швам. Дизайнер браслетов поделилась своей историей. В какой-то момент бизнес оказался на грани. Продажи почти остановились, команда уже всерьез подумывала разойтись. Все изменилось в один миг, когда Тэхён был замечен с их браслетами. Без всякой рекламы, без официального сотрудничества, просто один кадр с Тэхёном, и все перевернулось. Спрос вырос настолько стремительно, что им пришлось срочно нанимать сотрудника, чтобы обрабатывать заказы и следить за продажами. Эта история – еще одно подтверждение того, какое огромное влияние оказывает Тэхён. Он не просто вдохновляет, он буквально спасает малый бизнес своим выбором, сделанным от души. Маленький жест с большим эффектом. Любимые глазки.
Тэхён уже долгое время носит и поддерживает Кнмаде. Как Тэхён спас малый бизнес и стал настоящим лучом света для Кнмейт. Бренд Choi Changnam или Кнмейт занимается изготовлением браслетов вручную и впервые стал широко известен в августе 2019 года, когда Тэхён был сфотографирован с одним из их браслетов. В недавнем интервью для Arirang Culture основательница бренда Чхвё Чаннам рассказала, что появление Ви с ее изделием стало настоящим поворотным моментом в судьбе ее бизнеса. Одна из наших сотрудниц – фанаты BTS. Она посчитала, что будет нечестно скрывать нечто столь важное. Перед тем, как уйти в отпуск, она опубликовала хэштег Кнмейт, указывая, что браслет наш. Это разлетелось мгновенно. На вопрос, хлынули ли потоки клиентов после этой истории, Чхвё скромно ответила «Спасибо». Затем добавила, что впервые увидела ту самую огромную силу BTS, о которой все говорят. Нам пришлось нанять нового сотрудника специально для обработки зарубежных заказов. Чхвё Чаннам также поделилась, как тяжело было удерживать бизнес ручной работы на плаву в условиях копирования и конкуренции с механическим производством. Мы уже собирались попрощаться с этим делом, и именно в этот момент Ким Тэхён был замечен с нашими браслетами. Она выразила искреннюю благодарность и назвала Vivi Light светом. Мы безмерно благодарны, потому что были в отчаянной ситуации, когда все было против нас. История Кнмейт всплыла спустя всего несколько дней после того, как Ви вновь попал в заголовки СМИ, на этот раз из-за мгновенной распродажи книги, которую он рекомендовал в Японии. Тэхён уже не раз доказывал, что его влияние – это настоящий свет для малого бизнеса, и, кажется, прозвище Ви Лайт от Чхвё Чаннам попало точно в цель. История Кнмейт – не просто рассказ об успехе. Это пример того, как доброе сердце Тэхёна влияет на жизни других. Он не говорил громко, не рекламировал. Он просто надел браслет, сделанный вручную, и этим подарил надежду. Таких историй множество. Бренды, книги, художники, приюты, малоизвестные магазины. Т не ищет выгоды. Он просто делает выбор душой, и этим меняет чью-то реальность. Мне всегда хочется напоминать вам об этих моментах. Грация, пластика, нежные и горячие движения. Может ли быть что-нибудь лучше его танцев? Что это значит? Продюсер, лауреат премии Грэмми Франсиско Андрес Лучио, музыкальный гений, стоящий за хитами таких легенд, как Мэрайя Кэри, Эминем, 50 Cent, Канье Уэст, Бритни Спирс и Кристина Агилера, только что опубликовал репост видео Чангука с Джимми Фэллоном в своей истории в Инстаграме. Когда кто-то с таким уровнем артистизма замечает это, вы понимаете, что являетесь свидетелем величия. Чангук продолжает завоевывать уважение элиты индустрии, в очередной раз доказывая, настоящее признает реальное. Как же он прекрасен! Самый чудесный человек в мире. Чангук проверяет движущиеся камеры. Я иногда думаю, как это жить всю жизнь под камерами. Представьте себе, вы просыпаетесь утром, и первое, что видите, объектив камеры. И так весь день, каждый день. Даже в моменты отдыха, когда кажется, что можно расслабиться и отдохнуть с друзьями, я уже молчу за свою вторую половинку, которую категорически показывать нельзя.
Где-то рядом наверняка есть камера, и тут ты идешь домой в надежде отдохнуть, но тебя встречают фанаты с чемоданами, которые пытаются зайти к тебе домой. Вот почему артисты так просят личного пространства. И вот отсюда вопрос, легко ли быть айдолом? Тот самый мужчина, которому безумно идут цветы. Глупенькие рандомные приколы Чангука, которые заставляют меня любить его еще сильнее. Несмотря на разный стиль, они слишком сильно друг друга дополняют. Только не называйте его милым, он этого не любит. Чангук с песиками своего брата – то, что вам нужно этим вечером. Второе место. Это так интимно. Тэйхён, ты что там делаешь? Тэйхён мой. Первое место. Да-да, Тэхён это было совершенно специально случайно.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,